Интерьерная скала – это главный тренд года, но мастера просят за такую работу огромные деньги. Сегодня я покажу, как сделать это самому без дорогого оборудования и материалов. Поехали! Начинаем с каркаса. Для создания основы будущей скалы я использую 4 листа пеноплекса, 2 листа толщиной 50 мм и 2 листа толщиной 30 мм. Такой подход позволяет быстро набирать объем без существенной нагрузки на стену. Если сравнить с традиционным способом формирования рельефа из цементных смесей, разница получается очень заметной. Чтобы создать аналогичный объем, потребовалось бы несколько сотен килограммов раствора. При работе с большими стенами экономия веса может составлять тонны, что значительно снижает нагрузку на конструкцию и упрощает монтаж. Теперь приступаем к созданию заготовок. Разрезаем листы на элементы произвольной формы. Для этого достаточно обычного канцелярского ножа. Края делаем неровными, чтобы будущая фактура выглядела максимально естественно. Часть элементов режем под острым углом для плавного рельефа, другую часть под прямым углом, чтобы получить более выраженные сколы и каменные грани. Одно из преимуществ пеноплекса – простота обработки. Материал легко режется, не крошится и позволяет быстро создавать элементы практически любой формы. Кроме того, плиты выпускаются в разных толщинах, поэтому необходимый объем можно нарастить без сложных дополнительных конструкций. После подготовки деталей наносим на их поверхность насечки и царапины. Это увеличивает шероховатость основания и улучшает сцепление с последующими декоративными слоями. Теперь можно переходить к монтажу. Для фиксации элементов использую клей-пену Penoplex Fast Fix. Она подходит для крепления плит к различным основаниям и позволяет быстро собирать объемные конструкции. В данном случае используется вариант с насадкой-трубочкой, который не требует монтажного пистолета и полностью готов к работе сразу после открытия. Наношу клей-пену по периметру элемента и дополнительно в центральной части. После этого слегка увлажняю поверхность и приклеиваю заготовку к стене. Фиксация происходит быстро, поэтому можно сразу переходить к следующему элементу. Постепенно собираем весь объем будущей скалы. При необходимости заполняем промежутки клей-пеной и формируем дополнительные выступы. Это позволяет добиться более естественного и разнообразного рельефа. После полного монтажа приступаем к художественной обработке поверхности. Удаляем излишки пены, корректируем формы и создаем характерные каменные изломы. На этом этапе окончательно формируется внешний вид будущей скалы. Часто спрашивают, можно ли использовать такую технологию не только внутри помещений, но и снаружи. Да, можно. Пеноплекс устойчив к воздействию влаги, не подвержен биологическому разрушению и сохраняет свои свойства в различных климатических условиях. Благодаря этим характеристикам материал применяется как внутри помещений, так и на фасадах, в ландшафтных проектах и других конструкциях, где важны долговечность и стабильность формы. Дополнительным преимуществом является длительный срок службы материала – более 50 лет. Именно поэтому пеноплекс широко используется в строительстве для теплоизоляции фундаментов, полов, стен и кровель. Материал помогает сохранять тепло зимой, снижая перегрев помещений летом и способствует повышению энергоэффективности зданий. После завершения декоративной отделки получится реалистичная интерьерная скала с минимальной нагрузкой на стену и надежным основанием, которое прослужит долгие годы. Ссылки на материалы и дополнительную информацию оставлю в описании под видео. Там можно подробнее ознакомиться с решениями Penoplex и подобрать подходящие материалы для своих проектов. После того, как мы закончили с подрезкой, переходим к созданию армирующего слоя. Для него нам потребуется плиточный клей, также можно использовать клей для утеплителя, и стеклотканевая сетка. Теперь берем небольшой шпатель, набираем клей и наносим его на стену толщиной в 3-5 мм. Если вы используете не специализированный клей для утеплителя, а как и я, клей для плитки, то выбирайте усиленный вариант класса C2. Заполнила небольшой участок материалом, беру отрезок стеклотканевой сетки, прикладываю ее к поверхности и при помощи жесткой кисти утапливаю сетку в клей. Для того, чтобы это было легче делать, предварительно сетку нужно разрезать на небольшие фрагменты и смять, чтобы она была менее жесткой. Приклеили сетку и теперь наносим еще один укрывной слой того же самого клея.
Слой делаем сразу после вклейки сетки, не дожидаясь высыхания. Главное полностью укрыть рельеф, чтобы сетка запечаталась в клее и стала прочным каркасом для армирующего слоя. Далее ждем полного высыхания материала, минимум 24 часа. Перед тем, как наносить следующий слой, обязательно смачиваем поверхность обычной водой. За счет этого основание будет меньше втягивать влагу из нового слоя и материал высохнет равномерно. Сейчас нужно набрать слой толщиной 2-3 см, поэтому вместо плиточного клея использую цементно-песчаную смесь. ЦПС позволяет наносить более толстый слой и содержит крупный песок, который при подрезке вскроется и создаст микрорельеф камня. Теперь меняем более широкий шпатель на маленький и заполняем труднодоступные участки. Сейчас я не стараюсь сразу создать какую-либо форму камня, а просто набираю объем. Повторяю все те изгибы, которые мы делали на предыдущих этапах. Заполнили небольшой участок, далее берем плотную пленку и прикладываем ее к поверхности. Для этого отлично подходит пленка для цветов. Приложила ее к поверхности, беру небольшой отрезок пеноплекса и формирую фактуру камня. Где-то прижимаю пленку острым углом отрезка, а где-то прямым. И у нас получается более ломаный и разнообразный рельеф, который в дальнейшем будет очень просто доработать. Так заполняем всю поверхность. На следующий день можно поочередно снимать пленку и совершать подрезку. Для этого я буду использовать вот такие инструменты. Аккуратно убираю пленку, видно, что материал под ней еще сырой, а значит он будет легко подрезаться. Теперь беру горщетку и легкими движениями обстукиваю вершины фактуры. Таким образом мы избавляемся от излишней гладкости, которая образовалась из-за пленки, и формируем микрорельеф. Песок, который содержится в ЦПС, помогает это сделать, потому что ударами мы разрушаем верхний слой и часть песчинок осыпается вниз, а те, что лучше держатся, остаются и создают шероховатую поверхность. Сразу всю пленку не снимайте, чтобы материал не высыхал раньше времени и легко поддавался подрезке. У меня небольшие листы пленки, и я их снимаю по одному. Если у вас фактура укрыта крупной пленкой, то лучше ее снимать постепенно сверху вниз. Так и ЦПС не будет быстро высыхать, и срезанный материал, падая вниз, не будет забиваться в углубление фактуры и мешать подрезке. Завершила работу со щеткой, и что у нас получилось? Мы сделали микрофактуру на гладких участках, а также добавили направленные царапины, которые хорошо имитируют состаренность камня. Работу с щеткой мы закончили, но можно к ней периодически возвращаться, если есть необходимость. Теперь можем переходить к режущим инструментам. Более крупными, жесткими шпателями удобно подрезать материал на плоских, выступающих участках скалы. Работая углом шпателя, мы убираем излишнюю плавность фактуры и заостряем отдельные грани камня. Прорабатываем среднюю по крупности детализацию и придаем форме скалы окончательный вид. Сейчас мы только уточняем рельеф, который сформировался под пленкой, и не делаем каких-то глубоких прорезов. Также в работе необходимо применять более точный мелкий инструмент типа мастихина и канцелярского ножа. Ими обрабатываем труднодоступные места, прорезаем ЦПС, формируя мелкие сколы и трещины. И не забывайте постоянно очищать поверхность от срезанного материала, чтобы хорошо видеть, что у вас получается. Еще один плюс применения пленки в такой работе – это то, что ЦПС высыхает под ней медленно и равномерно. Сейчас нам не приходится сперва сдирать высохший верхний слой материала, чтобы добраться до более сырого и мягкого. Тут у нас вся толщина ЦПС примерно одинаковая по структуре и хорошо поддается инструменту. Таким образом, обрабатываем всю поверхность и даем штукатурке полностью высохнуть. Далее приступаем к ее покраске. Для этого я буду использовать белую краску, наливаю ее в ванночку, небольшое количество. Далее укрываю краску чистой салфеткой. И с этой уже салфетки набираю краску на кисть. Естественно, салфетка должна быть не бумажной, а тканевой и обязательно сухой. Далее легкими движениями проходимся по вершинам фактуры. Краски на кисточке совсем мало, и можно не волноваться, что получится очень сильное пятно. Сейчас мы выделяем грани камня и крупные песчинки микрофактуры, подчеркивая их и тем самым увеличивая визуальный объем скалы. Плюс общий рельеф камней становится более четким. Краску я использую на водной основе, глубоко матовую. Она создает поверхность, которая в дальнейшем во время покраски основной фактуры при помощи цветной воды частично впитает пигмент, и ее яркость снизится. Цвет станет приглушенным и более природным.
Закончили с белым цветом. Далее беру второй цвет, у меня это рыже-коричневый. Переливаю материал в ванночку, накрываю сухой тканевой салфеткой и набираю краску небольшой кистью. Этого цвета потребуется совсем немного. Мы его добавляем точечно. Вместо рыжего цвета вы можете взять любой землистый оттенок или даже металлизированную краску, типа золота, меди или бронзы. Тут все зависит от того варианта камня, который вы хотите получить в итоге. Если вам сложно подобрать эти цвета, то лучше пропустить данный этап. Эти яркие элементы добавляем только в некоторые места, например, такие как здесь. Видно, что рыжим выделено минимум поверхности. После этого можем приступать к покраске самого камня. Для этого использую черный колер, разбавленный 1 к 1 с водой. Сперва кистью закрашиваю небольшой участок камня, стараюсь, чтобы материал попал в углубление фактуры, а после этого обильно смачиваю колер водой. Так пигмент лучше проникает в ЦПС и заполняет те углубления, куда кисточкой не достать. Плюс вода частично смывает черный цвет с тех участков, где была нанесена белая и рыжая окраска. Это позволяет получить естественный природный цвет камня. В этой работе я хочу получить достаточно однородную черную поверхность, поэтому сейчас использую только один цвет. Вы можете наносить таким образом несколько оттенков и получать более разнообразную цветовую палитру. Главное, не применяйте одновременно противоположные цвета, которые при смешивании дают грязные оттенки. Так поверхность камня будет вся в пятнах и ее придется перекрашивать. Поэтому заранее подберите цвета и попробуйте их на образце, чтобы подобрать правильные оттенки для работы в этой технике. Если вы хотите сделать скалу не темную, а наоборот светлую, то применяйте белую колер-пасту с добавлением охры или карамельного цвета. Таким образом, светлый пигмент окрасит серый ЦПС и даст неоднородные природные переходы цветов. Окрасили всю скалу в черный цвет и оставляем высохнуть ее в течение суток. После этого приступаем к созданию защитного слоя. Я для этого использую акриловый матовый лак по камню. Набрала его на кисть и наношу на поверхность. Необходимо тщательно перекрыть как вершины фактуры, так и углубления. Это важный этап, потому что черный пигмент, которым мы красили камень, был замешан в воде, а не в связующем. Такой состав не создает покрытие, устойчивое к трению и мытью. Частицы пигмента просто ничем не закреплены, и их можно легко смыть влажной тряпочкой. Лак, который мы сейчас наносим, создает не только защиту от грязи и придает поверхности стойкость к трению, но и закрепляет пигмент. Знать такие особенности и состав материалов очень важно для профессиональной работы декоратора. В моем обучающем курсе я уделяю этой теме отдельный модуль. После того, как нанесли защитный слой лака, даем ему высохнуть, и вот такой вариант скалы у нас получился. Мне нравится, как выглядит камень и какой эффект дала покраска пигментом с водой. Плюс читаются грани камней, которые мы выделяли белой краской. Рыжие элементы смотрятся очень спокойно и гармонично вписываются в общую картину. Также можно подчеркнуть объем фактуры, используя подсветку. Это могут быть как точечные светильники, так и светодиодная лента. Боковой свет создает тени и визуально увеличивает рельеф скалы. Выключая подсветку, мы убираем акцент, и поверхность становится более спокойной. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!